Друзья, всем привет! Вот уже прошел почти год владения нашим Geely Atlas Pro. Напомню, купили мы его в прошлом году зимой, под Новый год. И сегодня я хочу поговорить с вами о пленке. Ведь многие, покупая машину, начинают сразу думать, каких же допов в нее поставить, и нужна ли пленка или нет. Напоминаю, что при покупке машины из салона, если вы не знаете, она идет практически голая. Ну, машина, и все. В ней даже ковриков нет. И все эти вещи нужно покупать допами. Поэтому стоит заранее задуматься о том, что бы вы хотели в нее добавить. Я, допустим, со старта добавил в машину очень много всего. К примеру, возьмем даже шины. Мы покупали машину, напомню, под Новый год, зимой, и нам ее выдавали на летней резине, как ни странно, хотя я думал, что будет на зиме. Но нет, машина с завода идет на лете. Поэтому даже банально стоит задумываться со старта о том, чтобы к ней покупать второй комплект резины. Родная же резина, кстати, вот эта вот летняя Гити, очень даже хорошо себя показала. На ней уже проехал десятку, все окей. Также стоит задуматься сразу про брызговики, антикор, сигнализацию. Я поставил GSM-ку с обратной связью и завожу машину дистанционно с телефона. И, конечно же, пленка. Пленка – вещь все-таки полезная. Нужна она или нет? Тут на самом деле вопрос достаточно риторический. Если вы берете машину для себя и надолго, то обязательно стоит укатывать ее в пленку. Ведь напомню, допустим, на том же самом нашем Geely Atlas Pro неоцинкованная крыша, а туда, именно в рамку лобового, нормально летят камни, и уже у многих владельцев на второй-третий год пользования начинают появляться жуки. Ну а если вы берете машину условно на год, два, три, чтобы потом ее скинуть и забыть, то, в принципе, я думаю, можно и не заморачиваться. Оклейку пленки мы делали сразу при покупке прямо в салоне, то есть мы ее уже забирали в пленке. И вот что же мы делали. Мы закатывали в первую очередь капот, причем капот в пленку у меня закатан целиком. Иногда делают просто, допустим, вот такую вот полоску спереди, так называемую антигравийную, потому что основная часть камней и песка летит именно сюда, здесь основные сколы. Но по цене была разница не слишком-то и большая, поэтому мы закатали капот целиком. Второе – это, конечно же, фары. Фары тоже закатаны в пленку. Фары будут без пленки, достаточно быстро песочиться, опять же в них летит песок, камни, все подряд. Особенно если вы много ездите по трассе, это будет очень ощутимо. Поэтому пленка на фары, на мой взгляд, тоже очень нужная вещь. При этом с пленкой фары смотрятся даже как-то покрасивее. Допустим, у нас во дворе тоже стоит машина, она без пленки на фарах. И фары с пленкой, они даже как-то зеркалят днем, при дневном свете. Обычные же так не делают. Следующее – это передние крылья. Крылья у меня закатаны частично, как видите, только начало. Именно то место, куда опять же летят с дороги, со встречной машины или с попутной, все камни и песок. Есть, конечно же, опция, когда крылья закатывают целиком, но в данном случае я уже сэкономил, поэтому у меня пленка только в начале крыльев. Этого будет вполне достаточно. Следующий элемент – это стойки. В стойки летят все камни, которые летят у вас от попутной или встречной машины. Ну, конечно же, первым страдает лобовик, но мне, допустим, в стойке уже достаточно хорошо перелетало и могло нормально побить краску, но они в пленке, они защищены. Обязательным элементом для оклейки в данном автомобиле является крыша. Крыша, я напомню, у нас не оцинкованная в Atlas Pro. И очень сильно страдает именно рамка над ветровым стеклом. Любой прилет сюда сразу же порождает скол, и этот скол сразу же начинает зацветать и просто превращается в жук. Поэтому даже если вы не будете укатывать машину в пленку целиком, или как я, пол машины в нее укатал, хотя бы обязательно укатайте крышу. Это серьезно сэкономит вам денег на дальнейшем ремонте, условно через года два, когда вы поймаете сюда кучу камней и здесь у вас все начнет цвести. Закатывается здесь полоска, примерно в сантиметров 15 длиной, чего вполне достаточно для защиты. Также не забываем про ручки дверей, так называемый антиманикюр. Допустим, в моем предыдущем Hyundai Santa Fe в этих местах под ручками
реально было все зацарапано. Я не росомаха, у меня нет 3-метровых ногтей, но все же почему-то там было все зацарапано. Может, когда там ключи в руках несешь, может, просто не замечаешь о том, как ногтями задеваешь за эту краску. Но все же, такой небольшой кусочек пленки все-таки от этой проблемы нас тоже избавляет. Еще одно очень полезное место для оклеивания пленки – это, конечно же, торцы дверей. Торцы дверей нужно клеить из тех соображений, вот, допустим, как у меня в машине ребенок может выпрыгнуть, дверкой махнуть, бахнуть в соседнюю машину. Благо мой ребенок, конечно, аккуратный, но в теории это возможно. И сразу на кромке дверей, конечно же, будут сколы. Да и просто, когда вы выходите из машины, там, не знаю, сумкой, шмоткой, каким-нибудь замочком на куртке, вы все равно можете задеть по кромке двери и сделать там небольшой скол, который также достаточно быстро может зацвести. В данном случае двери мы обезопасили. Все 4 двери по кромкам, по кантикам наклеены тоже пленочкой. На этом, в принципе, мой комплект окончен. Но, скажем так, небольшим бонус-треком, что делают еще некоторые пользователи. Ходит слух, что у нас в Atlas Pro во многих моделях плохо отрегулированы задние фары, и фара вот этим вот дальним углом натирает кузов. Многие делают регулировку фары, то есть ее снимают, там выкручивают какие-то регулировочные болты, подкручивают, и кузов в этом месте тоже тоненькой полоской проклеивают пленкой. Но, видно, мою партию машин эта проблемка вроде как обошла, потому что у меня между фарой и кузовом, реально есть зазорчик в миллиметр, а то и в 2. Я думаю, что фара не касается кузова, хотя сам не откручивал, не смотрел. Еще одна распространенная проблемка в Atlas Pro именно 21-22 годов выпуска, именно первые партии, была проблема именно с этой саблей. Сабля была очень близко к крышке багажника, и от обычных вибраций она натирала краску на задней двери, на двери багажника. Багажник, напомню, у нас тоже не оцинкованный. И сразу после этих натертостей, когда краска натирала до грунта, после зимы там все начинало киснуть и опять же появляться жуки. В моей же машине это также отрегулировано, там уже есть зазор, поэтому я туда не лазил. Но опять же многие люди снимают, регулируют, делают какие-то там проставочки из скотча и закатывают в этом месте в пленку. Поэтому если у вас машина до 2023 года, в принципе это будет для вас достаточно полезная информация. В следующих выпусках это просто не нужно. И одна из больных тем – это камеры. Камеры нужно обязательно заклеивать в пленку. Вот именно все 4 камеры кругового обзора. Из салона, как я уже сказал, мне заклеили капот, крылья, крышу, стойки, антиманикюр, двери, но камеры пленкой закрыты не были. И я поймал камень в камеру. Камера, к сожалению, не разбилась, иначе поменял бы показка. Но скольчик остался, и теперь, допустим, включаешь камеру, когда паркуешься, и там есть маленькое мутное пятнышко. Оно как бы не мешает, как будто небольшая капля воды на камере. Но все же обидно. Оно есть, и ты об этом знаешь, и ты об этом постоянно думаешь. Поэтому покупаем вот такие вот маленькие 11-миллиметровые кружочки и клеим на все 4 камеры. Покупал я их на Валбересе. Они стоят там, копейки, буквально там $3 условно. Но зато эти маленькие кружочки решат проблему с камнями на камерах. В целом, что можно сказать? Оклейка пленкой – вещь достаточно полезная. Она существенно защитит ваш кузов от сколов, от камней, от песка, от того же пескоструя, который спереди летит. И машинка проживет, я уверен, что на пару лет подольше не будет никаких ни скольчиков, ни вот этих вот потом после них появляющихся жучков. По стоимости, вот допустим тот комплект пленки, который сделал я, стоил примерно 1600 белорусских рублей. Это условно $500 США. И мне кажется, это не та сумма, которую стоило бы экономить, чтобы защитить новый автомобиль. При этом есть комплекты и пакеты оклеек, конечно же, и дешевле, есть и подороже. Тут уже на каждый кошелек. А на этом все. Кому было полезно, ставим лайки, подписываемся на канал, заглядываем в описание, а мы продолжаем. Всем пока!